Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. После просмотра, либо до, как вам удобнее, не забудьте поставить свой царский лайк, написать комментарий и поделиться этим роликом с друзьями. Это поможет продвижению канала и больше людей узнает о нем. Всем заранее спасибо. Ну а в этом ролике мы посмотрим страшные видео, которые вы не сможете досмотреть до конца. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Музей. В следующем видео охранники из Казахстана обнаружили на ролике с камеры наблюдения нечто действительно пугающее. Название музея неизвестно, но двое охранников ночью заметили нечто жуткое. Посмотрите. Призрак. Иә, көрдіңіз ба? Призрак жүр. Храм жабық тұр. Храм жабық тұр, иә. Мен жауып кеттім ғой. Сіз шынап ход жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа. Көрінгенде сіздің есіңіз шығады еді. Бұны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес. Призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Полупрозрачная фигура, которая, кажется, одета в белое платье, любопытно ходит среди экспонатов. Охранники полагают, что загадочная фигура – это призрак. Зрители, посмотрев это видео, проявляли большой интерес, утверждая, что эта фигура действительно похожа на призрака. День рождения. В следующем видео бабушка празднует свой день рождения в окружении своей семьи. Все поют песню «С днем рождения», а сама бабушка сидит за столом. Сначала кажется, что ничего необычного не происходит, но уже спустя время вы увидите что-то странное и пугающее. Посмотрите. Темная фигура пробегает и быстро перемещается. Мы даже не успеваем рассмотреть, кто или что это было. Как отметили зрители, это было похоже на маленького ребенка, который бежит с нечеловеческой скоростью. Как утверждает сама бабушка, в этом видео могла быть ее дочь, которая умерла много лет назад. Когда она была маленькой, то любила играть в догонялки с ней и своим братом. Поэтому она считает, что ее дух мог прийти на день рождения и напомнить о себе. Страхи Таши. Девушка по имени Таша загрузила несколько роликов в TikTok, утверждая, что в ее доме обитают привидения и вокруг нее происходят паранормальные события. Все началось с того, как Таша с мужем переехали в старый фермерский дом, где сами по себе могли закрываться двери и были слышны странные скрипы. Сначала Таша просто игнорировала это, но активность нарастала день за днем, и она начала снимать происходящее событие. I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... Несколько событий, например, когда она слышит странные звуки, а затем дверь силой закрывается, ей все-таки удалось заснять. Спустя несколько дней камера дверного звонка Таши срабатывает и слышны звуки шагов, а ночью она просыпается от звука постукивания. Активность нарастала, и Таша стала чувствовать себя сумасшедшей. Находя вещи не на своих местах, она решила установить ноутбук и записать происходящее на видео.
предметы стали падать с кухонного стола. Тогда Таша поняла, что с ней все нормально, а в доме действительно присутствует нечто паранормальное. Через пару часов Таша снимает своих собак в гостиной и снова документирует паранормальное событие. Look at them. Destroying the living room over one toy. Silly. Обратите внимание на тень у межкомнатной двери. Зрители писали, что она похожа на сгусток энергии. Позже камера дверного звонка снимает таинственную тень, которая быстро уходит из поля зрения. Что это было, Таша и ее семья даже не могут предположить. Чтобы докопаться до сути, она обратилась к команде исследователей паранормальных явлений. In the hallway? In the hallway. Well, that is where my dog gets scared. So Let's check the hall. So here. You wanted us to come to the hall? You want to say hi? What the heck? Is that you? Они начинают свое расследование и снимают огромное количество орб в доме у Таши. Затем они переходят в другую комнату, где через мгновение рамка с фотографией падает сама по себе. Исследователи решают подняться наверх, и то, что происходит дальше, действительно пугает. Apparently, it seems that they're very upset That you're changing the house. So you think it will calm down when we're done, or? If you could find peace with them, Когда Таша с группой исследователей находится на втором этаже, можно заметить в нижней части лестницы призрачную фигуру, которая быстро исчезает. Пользователи, которые посмотрели это видео, были по-настоящему напуганы и порекомендовали Таше уехать из этого дома, пока еще не поздно. Зрители также отправили ее ролики экстрасенсу и медиуму Изабелле Франк, и она записала ответ со своим мнением. Она подтвердила, что это не фейк, а энергия ей видится как достаточно тяжелая. Экстрасенс предполагает, что эти сущности когда-то жили там, в этом доме, и не могут его покинуть. Так что вы думаете, действительно ли дом Таши населен призраками, как утверждает медиум и группа исследователей? Силуэт. Следующее видео записала мама, которая беспокоилась за своих детей. Увидев нечто необычное однажды, она теперь постоянно хочет заснять подобное. Первое страшное происшествие произошло на заднем дворе, но тогда собаки разбили двери, и ей не удалось заснять все на камеру. Она с сожалением вспоминает это событие, так как одну из ее собак пришлось усыпить по причине проблем со здоровьем. И вот сейчас, находясь дома, она снимает видео в надежде показать происходящее. Давайте посмотрим, что ей удалось заснять. Open, it shows up. Move. Can you move? Can you move? She's taking a video. Click It's coming back. Oh, it's got darker. Can you move? I can't move. Wait, it moves spots. It's not in the middle. The second is floating Me? No, you're not. Wait, disappear. Now it's disappearing. He's going to play with the dogs. And then it's going to come back. You start running around crazy. It's coming back. Yeah.
see a face a little bit. На двери появляется чья-то тень, и если приглядеться, это похоже на силуэт собаки. Она появляется из ниоткуда и остается на месте, никуда не двигаясь, прежде чем исчезнуть. Семья полагает, что это был дух их собаки, которую им недавно пришлось усыпить. Они были рады узнать, что она все еще присутствует рядом с ними. Был ли это любимый питомец семьи? Или это была обычная тень, которую семья умело сопоставила со своей собакой? Перед сном. Следующее видео было снято Джорданом, когда он готовился ко сну со своими детьми. Когда дети засыпают, Джордан снимает видео, чтобы сохранить этот драгоценный момент. Но то, что происходит дальше, его не на шутку пугает. Yeah. Nothing here. Nothing here. Oh my god, I'm so. Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the is that? Джордан сначала слышит жуткий звук, а когда смотрит на телефон, то замечает темный силуэт. Фигура без видимых черт стоит прямо за ним. Он вскакивает и крутится вокруг, стараясь найти это нечто. По сей день Джордан понятия не имеет, что было с ним и его детьми тогда в комнате. Охрана. Во время дежурства охранника на одном из заводов в Мексике камера видеонаблюдения засняла загадочную сцену. Давайте посмотрим. Добрый вечер. Ах, да, вы к нам из столицы и хотите снять у нас комнату. Я Геннадий. Проходите. Да, ну и погодка. Вы там замерзли? Может, чаю? Я настаиваю. Пойдем. Так, ну, плита есть, газ есть. Мужчина садится, отодвигает стул около себя и будто с кем-то беседует. Это похоже на полноценный разговор. Он даже жестикулирует. Зрители, которые посмотрели это видео, заметили еще кое-что. Как только охранник выдвигает стул, к нему движется темная фигура, а затем исчезает. Многие также посчитали, что охранник разговаривал с призраком бывшего сотрудника, который скончался во время несчастного случая на этом заводе. Был ли это настоящий призрак или нет, решать только вам. Мистика и ужасы, и немного юмора. То, что варим мы в том месте, лучше любого повара. Забудь и выкини то, что было у тебя вчера. Подумай о том, что у мира есть другая сторона. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Ссылка будет в описании, если ты еще не знал. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм.
Отражение. Следующее видео на Reddit опубликовала девушка, которая была напугана отражением в зеркале. Давайте посмотрим. Глядя на свое отражение, она заметила, что ее волосы стоят дыбом. Прядь волос будто плавает в воздухе, будто кто-то невидимый держит ее. Девушка писала, что она все еще не может поверить своим глазам и просит помощи у тех, кто сталкивался с чем-то подобным. Что-то в темноте. Следующее видео было записано мужчиной по имени Джоса поздно вечером, когда он присматривал за своей маленькой племянницей. Девочка показывала на что-то в дверном проеме, и ее дядю это встревожило, и он решил записать все происходящее на камеру. Девочка раз за разом указывала на что-то в темноте, но Джоса ничего не видел. Он наводил камеру на то место, куда показывала его племянница, но не был уверен в том, что там действительно ничего нет, поэтому продолжал снимать. Then this door is wide open over here, man. Or just, I don't know. She's like looking over there, like there's someone over there. She's freaking me out. Look, she's pointing. See? There's someone over there. I'm freaking out. Who are you pointing at? Who is he? How come you keep pointing? Where's he at? Is he over there? Will you read it to us, please? Who is he? I'm not really sure who it is, but yeah, she's like pointing upwards. They must be tall or something. Look, she's pointing again, look. Джоса говорит своей племяннице, чтобы она показала, где именно она видит нечто необъяснимое. Она, в свою очередь, не переставала показывать пальцем на все то же темное место. Yeah, she said something though. Like, it's crazy because, like, oh no, I'm just babysitting my niece and nephew. My nephew's right here. Then it's her, and then she keeps pointing at something. You gotta get out of here, man. You gotta leave, man. Honestly. You're not welcomed here. Leave. Whoever you are, leave. You're scaring my niece. Look, she keeps pointing at you. Get the f*** out of here, man. Уже через несколько секунд ситуация становится более напряженной, так как из темноты вылетает игрушка. Это происходит неожиданно, будто кто-то с силой швыряет ее. Племянница подходит и берет эту игрушку, а застигнутый врасплох Джоса при этом потерял дар речи. Затем он говорит еще пару фраз предположительно мужчине, которого видела его племянница, а затем прекращает запись и решает проигнорировать все, что он видел до этого. А что на самом деле видела его племянница, останется для нас загадкой. За забором. Следующее видео было найдено на Reddit. Как утверждается, в нем содержатся кадры с ребенком-призраком. Давайте посмотрим. This Peggy, fucking Peggy. Oh, damn, that went out. No, that's like a fucking young person. I mean, after all, it is quarantine. Like, We're getting the fuck out of here right now. I'm dead fucking serious. This is freaking me the fuck out. that doesn't. Right in front of my fucking lens. What the f- is that thing, dude? Dude, I'm actually fucking freaking out. Dude, it, I'm gonna. Dude, it gets more. Dude, that thing looks like it's looking right at us like this. Like this. Look at it. What the? What's that thing? Every time I move closer, it looks more and more like a figurine. I did not see that when we passed. What the fuck? What the fuck? Dude, okay. You know, yeah.
Когда парни смотрят через забор, темную фигуру ребенка можно увидеть стоящей неподвижно. Затем они ушли, но обратите внимание, тень последовала за ними. Что же сняли парни на самом деле и чем все закончилось? Похоже, мы этого никогда не узнаем. Путешествие. На следующем видео группа друзей отправляется в путь поздней ночью. Они хотели насладиться своим путешествием, но дело приняло неожиданный поворот. Они сталкиваются со страшным зрелищем. Давайте посмотрим. Super Saxo chrono. Super Saxo chrono. Oh, le trottoir. Ça marche. Ça, c'est de la puissance. Et on va faire. Eh, mec, c'est quoi ça? Quoi? Où? Quoi? Eh, mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain! Attends, fais demi-tour! Mais t'es malade! Quoi? Oh putain! Attends, fais demi-tour! Oh, mais ça se trouve, c'est quelqu'un! Ici. Ça se trouve, c'est quelqu'un. Waouh! C'est quoi ça? Non. Eh, mais elle est psychopathe, la gonzesse. Attends. Elle était dans le virage, elle. Ouais, elle était là. Wow, mais c'est pas. Ouais, elle est dans le chemin. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y. Когда друзья движутся по трассе, то замечают пугающую фигуру, стоящую вдалеке от города. Призрачная фигура материализуется на их глазах, а когда они осознают происходящее и решают исследовать это место, то ничего там не находят. Была ли это душа, которая привязана к этому участку дороги? Либо же это была обычная женщина, которая что-то делала возле дороги? Старая монета. Это еще одно видео от Лейтона, которое уже было у нас в подборке. Как мы знаем, он согласился присматривать за квартирой соседки и проверял почту. В квартире он обнаружил старую монету, которую на время взял себе. Когда уже в его квартире начали происходить паранормальные события, он вернул монету. Но несмотря на это, события были все только агрессивнее и напряженнее. Remote is there. I'm going to try and get some more footage if I can. There's been nothing at all today, so that was out the blue. Got you. Right. What's next, you little shit? Oh, that's nice of you, closing them. Put the TV back on. I'll turn the main light off. Break them f***ing blinds and you're gone tonight. Little shit. I'll ring the f***ing priest. В одном из видео Лейтон снимает, как его жалюзи начинают открываться и закрываться сами по себе. При этом телевизор ежедневно включался и выключался без видимой на то причины. Лейтон дает свои комментарии по этому поводу, рассказывая о том, что его жизнь начинает напоминать фильм ужасов. За эти несколько недель преследования Лейтон заметил, что духу, кажется, понравилось растение в его квартире. Когда он пригрозил избавиться от этого растения, дела приняли ужасающий оборот. Лейтон, когда тащил растение, ощутил холод, будто его окунули в холодную воду. У него внезапно начала кружиться голова, и он почувствовал себя не по себе. Put the plant there, guys. It's still messing with the door. Little bastard. The plant was in that corner over there, guys. So someone told me to put it in here. And that's the only place it can really go. There's nowhere else for it to really go, guys. Right, I put it there, guys. Next to this window. There's nowhere for it to go, really. Unless I put it on the balcony. What do you think? Уже через несколько мгновений невидимая сила поворачивает ручку, чтобы открыть дверь. Даже в замедленной съемке мы можем ясно увидеть, что никого не было рядом, кто бы мог открыть дверь. Что же этот призрак хочет от Лейтона? Почему он не закончил преследование даже после возврата монеты? Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики.
Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал и сообщество ВК. Там реально очень интересно. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Bitch, are you fucking stupid? It says you live, you die, and you picked a die pump? Please don't kill me. You're too fucking dumb to kill. Like, bro, I fucking quit, bro. Fuck this shit, bro. City Night.